Итак, приступим к созданию нашей сумки. Вот я уже связала первую деталь. Таких деталей у нас должно быть 2. Сейчас мы вместе с вами на примере второй разберем, как же это все вяжется. Обязательно смотрите схему, которую я вам выслала. Там подробно расписан каждый ряд, где мы делаем убавки, прибавки, где вяжем просто без них. Вот. По ниточке, что я вам хочу сказать. Любую трикотажную пряжу перед работой я всегда вытягиваю. Вытягиваю достаточно сильно для того, чтобы избежать в дальнейшем растяжения этой нитки уже в готовом изделии. Вот я смотала в такой клубок весь моток, вытянула всю нить. И берем наши схемы и будем сейчас вязать. Итак, немножечко подробнее остановимся на нашей схеме. Схема стенок. Так, для начала нам нужно набрать 16 воздушных петель. Затем мы вяжем столбиками без накида 16 столбиков без накида. Это первый ряд у нас получится. Во втором ряду мы делаем прибавки в первой и в последней петлях. У нас выходит 18 столбиков без накида. Мы прибавляем по одной петли с каждого края. Итого 2 плюс 2 петли в ряду. И со 2 по 7 ряд мы проделываем одни и те же манипуляции. Мы прибавляем в начале и в конце по одной петле. И так увеличиваем до 28 столбиков без накида. 8 ряд мы провязываем без прибавок, у нас выходит 28. Далее ряд 9, последний прибавочный ряд, у нас дает 30 столбиков без накида. 10, 12 мы вяжем без прибавок, и далее мы идем уже на сужение, чередуя убавки, без убавок, убавки, без убавок. И так мы доходим до 18 столбиков без накида. И у нас вот получится с вами вот такая деталь. Учитывая, если вы будете вязать аналогичной пряжей, либо такой же, как у меня это Фёр GXL и крючком номер 4, у вас должно примерно получиться вот такие размеры. 14 внизу, 28 в самой широкой части и высота 23 сантиметра. Итак, согласно схеме нам необходимо набрать 16 воздушных петель. Набираем любым удобным для вас способом 16 воздушных петель. Проверяем себя, чтобы не набрали чего-нибудь лишнего, либо не добрали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, делаем одну воздушную петлю для подъема. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Вот первая, вот вторая, вот сюда вяжем за верхнюю стеночку. 1, дальше 2, 3 и так дальше до конца ряда. Так, вот я провязала последнюю петлю, предпоследнюю. Вот у нас последняя петелька, в нее мы провязываем последний наш столбик без накида. Дальше что мы делаем с этим кончиком? Заводим крючок в последнюю косичку внутрь. Дальше мы идем за
левую стеночку последнего столбика, последней галочки, и вытаскиваем эту нить наверх. Так. Вот так. Все, делаем петлю подъема, переворачиваем наше вязание, и вот этот кончик мы будем с вами ввязывать. Как обычно, прокладываем его вдоль, и дальше по ходу вязания мы его просто вяжем. Так, мы провязали с вами первый ряд. У нас должно получиться 16 столбиков без накида. Проверьте себя, чтобы все сошлось. Можно считать вот по этим вот косичкам, так будет удобнее. Приступим к вязанию второго ряда. Во втором ряду нам нужно сделать с вами прибавки. Прибавку в первой петле и в последней. Всего у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Как мы делаем прибавки? Во вторую петлю от крючка. Так, вот наша первая петля. Вот она. Во вторую мы провязываем обычный столбик без накида 1. И сюда же мы провяжем второй столбик без накида. Таким образом мы с вами сделали прибавку. Вот у нас получилось уже 2 петли. 2 столбика у нас вышло из одной петли предыдущего ряда. Все, дальше мы вяжем до последней петли обычные столбики без накида одинарные, и в последнюю делаем прибавку. Вяжем. Здесь обратите внимание, что мы вяжем уже за обе стеночки. У нас лежит на крючке косичка, да? И вот так вот увязываете наш кончик и вяжем до последней петли. Так, вот я вяжу предпоследний столбик без накида, и в последнюю петельку, вот она, видите, косичка наша, да? И в последнюю мы вяжем прибавку 2 столбика без накида. Смотрите, чтобы косичка у вас была на крючке. Вяжем 1 и 2. Все, проверяем, чтобы у нас получилось 18 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем в третий ряд. В третьем ряду у нас должно получиться 20 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка, вот первая, вот вторая, под обе стеночки, косичка на крючке, вяжем первый столбик и сюда же второй. Вот наша первая прибавка. Дальше вяжем аналогично обычные столбики без накида, без прибавок. Последнюю вяжем прибавку. Так. Старайтесь петельки вытягивать на одинаковую высоту и сильно не зажимайте, не затягивайте, чтобы они получались максимально равномерные и такие воздушные. Так, вот мы провязываем предпоследний столбик без накида и в последнюю петлю. Еще раз показываю, косичка на крючке. Вот наша последняя петля. Сюда мы провязываем 2 столбика без накида, нашу прибавку. Так, вот у нас получается 20 столбиков без накида. Обязательно себя проверьте, посчитайте все. Если все сходится, отлично. Если нет, то находите ошибки и исправляйте. А лучше все постепенно считайте на каждом вашем ряду.
Вот эту вот ниточку, вот этот кончик, который у нас был, мы просто с вами обрежем. Он у нас уже достаточно хорошо вязан. Обрезаем. Ну вот он у нас спрятан. Так. Все. Дальше мы с вами вяжем до 7 ряда включительно, делая в каждом ряду по 2 прибавки, как в схеме написано. Выходим на 28 петель. И дальше с вами встречаемся, провяжем вместе 8 и 9 ряды. Покажу вам кое-что интересное. Все, вяжем дальше. Итак, вот я провязала последний 7 ряд. У меня получилось 28 столбиков без накида. Дальше мы вяжем ряд без прибавок. Это будет просто 28 столбиков без накида. Делаем одну воздушную петлю, во вторую петлю от крючка, вот первая, вот вторая, провязываем первый столбик, дальше вяжем следующую, второй, дальше третий, четвертый, пятый. Так, вяжем до конца ряда. Провяжу с вами. Еще раз повторюсь, старайтесь вязать воздушно и легко. Не нужно перетягивать нить, потому что будете вы тянуть, у вас будет подниматься предыдущий ряд и будут дырочки. Ну вот, вытягивайте равномерно, вот на высоту столбика предыдущего, да, и просто легенько так вот провязывайте. Так, 26, 27 и 28. Так, теперь делаем петлю подъема, переворачиваемся, и нам нужно сделать прибавку. Смотрите, вот мы с вами делаем прибавку, как обычно мы делали, да, и видите, у нас образовалась вот такая дырка. Для того, чтобы этого избежать, прибавку в 9 ряду мы будем с вами провязывать следующим образом. Так, смотрите. Вот наша первая, вот вторая петля, в которую мы, как обычно, вот провязываем. Мы заводим сюда крючок, да, но еще также мы его заведем за ближайшую стенку предыдущей петельки. Как бы вот сюда. Так, сейчас я сфокусирую. Еще раз показываю. Вот первая, вот вторая. Сюда идем и захватываем. Вот видите, у нас тут галочки такие. Вот первая галочка за ближайшую стеночку. Вот сюда вот. Ну, как бы внутрь этой галочки проходим. И все, вытягиваем нашу ниточку. Провязываем первый столбик. И туда же заходим. Провязываем второй столбик. Вот наша прибавка. Вот видите, дырочки у нас никакой нет. Угу. Дальше вяжем обычные столбики без накида до конца ряда.
Так, вот провязываем предпоследний столбик без накида. И в последнюю петлю вот сюда мы провязываем прибавку. Тут уже мы заходим просто под косичку. Никакие дополнительные стеночки нам цеплять не нужно. Так все плотно получается, хорошо. Так, вот. Все, мы провязали, у нас получилось 30 столбиков без накида. Так. Дальше самостоятельно вяжем 10, 11, 12 ряды. И встречаемся с вами на 13 наряде с убавками. Вот я провязала 12 ряд, 30 столбиков без накида, сделала воздушную петлю подъема. Теперь мы вяжем с вами 13 ряд, ряд с убавками. Убавляем по одной петле с каждого края и выходим на 28 столбиков без накида. Находим вторую петлю от крючка. Делаем, как мы делали с вами в 9 ряду. Заводим под верхнюю петлю и также проводим в центр первой галочки, чтобы дырочки у нас меньше были. Это 1, вытянули, мы не провязываем. Дальше заводим крючок в под следующую петлю, вытаскиваем ниточку, а теперь мы провяжем все три вот эти ниточки на крючке. Вот так. Таким образом мы с вами убавили одну петлю. Вот видите, у нас получилась одна косичка. Это первая убавка. Дальше вяжем обычными столбиками без накида, без убавок. Оставляя 2 последние петли. Вяжем. Так, вот у меня осталось 2 последние петли. Делаем убавку. Заводим крючок под предпоследнюю петлю, вытягиваем нитку. У нас 2 петли на крючке. И заводим под последнюю петлю, вытягиваем нить. 3 петли на крючке, провязываем их за раз. Все, сделали убавку. Таким образом мы вышли на 28 столбиков без накида. Обязательно себя проверьте. Так, дальше мы делаем петлю подъема, переворачиваем вязание. И следующий ряд мы должны провязать без убавок и прибавок 28 столбиков без накида. Первую петлю мы также провязываем с вами, как и в прошлом ряду. Заходим также под галочку предыдущего ряда. Вот таким образом. Вот наша первая петля, под которую мы должны провязать. Мы заходим также и вот сюда, в эту галочку. Вот так. Все, вытягиваем нить. Провязываем столбик. Первый, затем в следующую петлю второй, далее третий, четвертый. Так вяжем до конца ряда. Встретимся с вами на следующем ряду с прибавками еще, с убавками, еще раз вам покажу. Так, все, провязали 14 ряд, делаем петлю подъема, переворачиваемся, и следующий ряд у нас ряд с убавками. Еще раз показываю, как мы делаем убавку. Во вторую петлю от крючка заводим крючок, плюс захватываем стеночку предыдущей галочки, то есть в саму галочку заводим крючок. Вытащили первую петлю, дальше заходим в следующую петлю,
вытаскиваем нить. У нас получилось 3 петли на крючке, и мы их провязываем за раз. Вот у нас получилась 1 петля. Сделали первую убавку. Дальше вяжем одинарными столбиками без накида, не провязывая последние 2 петли. Итак, вот я дошла до места, где необходимо сделать убавку. Еще раз показываю. Вот наша предпоследняя петля. Заводим крючок, вытягиваем нить, 2 петли на крючке, заводим под последнюю, вытягиваем нить, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Все, делаем петлю подъема. Проверяем, чтобы у нас здесь с вами получилось 26 столбиков без накида. И провязываем, как и в предыдущих рядах, заводя крючок в галочку предыдущего ряда. Так, вот сюда. И вяжем 26 столбиков без накида. Итак, я провязала 16 ряд, 26 столбиков без накида. Дальше самостоятельно провязываете до 24 ряда включительно, делая через один ряд убавки. И обязательно не забывайте провязывать первые петли, будь то убавка или обычный столбик без накида, цепляя, входя, точнее, в галочку предыдущего ряда, для того, чтобы дырочки были поменьше. Все, вяжем. Дальше с вами встречаемся, расскажу, что дальше делать будем. Так, вот я уже провязываю последнюю петлю. Я уже обрезала нить заранее. Сейчас хочу показать, может быть, кому-то будет интересно, как прятать нить. Я, конечно, уверена, что вы все очень хорошо уже вяжете. Но, несмотря на это, я вам покажу. Вот я вытянула эту нить. Вот эти вот галочки, это, я считаю, лицевая сторона. Я переворачиваю. Так, сейчас пониже опустим. Так, переворачиваю. Вывожу ниточку вот сюда вот. Последняя наша галочка вот эта. Завожу туда крючок, вытягиваю туда нить. Сильно тоже не затягивайте. Так. И потом уже в произвольном порядке ищите вот столбики, галочки. В произвольном порядке просто ниточку протягивайте. Уводите ее в разные стороны, для того, чтобы она потом не вылезла. Ну, и вот еще вниз ее сюда веду. Так. Все. Кончики обрежем. И вот наша ниточка спрятана. Вот таким образом. Вот это наша последняя петелька. Ну, смотрите, вот тоже ее не сильно не затягивайте. Все. Вот так. Вот я связала 2 детали, 2 стенки нашей сумки. Они у меня получились идентичные. Я их отпарила с обеих сторон. Далее мы приступаем к вязанию боковины. Так, по схеме
Боковина у нас состоит из количества петель, которое включает в себя одну сторону, вторую сторону и третью сторону нашей детали, нашей стенки. Значит, у нас было 24 ряда, значит, у нас здесь, соответственно, 24 петли, здесь 24 петли, и здесь у нас было 16 воздушных петель, соответственно, 16 петель. Мы это все складываем и получаем 64 петли, цифру 64. 64 означает, что нам надо будет провязать 64 ряда в высоту. Для ширины я выбрала такое количество воздушных петель, как 8. В принципе, можно делать больше, меньше, уже потом можете в дальнейшем рассчитать и выбрать для себя оптимальную ширину боковины. Будем вязать, набирать 8 воздушных петель и вязать 64 ряда столбиками без накида. Вот что у меня осталось от 2 мотков. Это примерно по 140 грамм. Здесь у меня в одном мотке нить оборвалась, получились вот такие остатки. И вот это вот тоже с одного мотка. Значит, мы возьмем вот эту вот половинку, которая осталась от мотка, и будем из нее вязать боковину, а эти я опущу на ручки. Так, обычным способом набираем 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем воздушную петлю. Во вторую петлю от крючка за верхнюю стенку вяжем столбик без накида первый, дальше второй, третий, четвертый, пятый, 6, 7 и 8. Сейчас еще раз покажу, как прячем кончик. Так, ищем последнюю косичку. Так, сейчас я сфокусирую. Вот наша последняя косичка, заводим туда крючок внутрь. Вот наша галочка. За левую стеночку заводим крючок и вытаскиваем наверх кончик. Так, все, делаем петлю подъема, переворачиваем, прокладываем кончик и дальше будем его ввязывать. Вторая петля от крючка, 2 стеночки на крючке. И таким образом мы вяжем 64 ряда. Всего у нас должно получиться. Все, вяжем и встречаемся с вами, когда будет готова наша боковина. Так, вот я связала вот такую длинную полосочку, состоящую из 64 рядов и 8 столбиков в ряду. В предпоследнем ряду у меня оставалась ниточка, да, у меня бы хватило, конечно же, довязать до конца, но нам необходимо в дальнейшем нить для того, чтобы прикрепиться к стенке. Поэтому я вам советую на предпоследнем ряду ниточку либо пришить, либо ввязать новую, для того, чтобы потом беспрепятственно уже пришивать ее к стенке, нашу боковину. Сейчас будем с вами собирать наши детали, сшивать. Берем нашу основную часть, наш шестиугольник, располагаем ее
его к себе стороной, на которой лицевые петли, галочки, да. Так, берем нашу боковину. Вот наша последняя петля, которую мы провязали. Так, и что мы делаем дальше? Смотрите, мы с вами сейчас берем, разворачиваем нашу боковину в шестиугольнике, находим первый столбик, первую галочку, заводим сюда крючок, берем нашу боковину и вот эту вот петлю мы вытягиваем на эту сторону. Вот таким образом у нас все получилось. Дальше идем под косичку первую, вытягиваем нить и провязываем полустолбик, соединительный столбик, да. Дальше идем следующая косичка, захватываем нить, вытягиваем и протягиваем, провязываем полустолбик. И так далее, вяжем, вяжем. Можно это делать вот так вот сразу же. Там уже приноровитесь и найдете для себя более подходящий способ. Вот так вот у нас получается. Вяжем до конца. У нас получится таких 18 соединительных столбиков. Так. И вот последний. Так, смотрим, чтобы вот эта вот боковина у нас не перекрутилась. Подвигаем ее сюда. Что мы делаем вот здесь? Вот эту вот последнюю петлю нашу мы с вами протаскиваем назад. Вот заходим под последнюю косичку и вытаскиваем петельку вот эту назад. Так вот у нас получилось. Дальше. Вот у нас идет ряд наших галочек. Так, вот видите, вот такая вот у нас, она как бы с этой стороны такая, две ножки, да, изнаночная. Вот за эту вот ножку цепляемся. И в боковине нашей ищем вот эту вот ниточку. Заводим крючок вот сюда. Захватываем нашу ниточку, петельку, и протаскиваем ее сначала через ниточку в боковине, затем наверх на стенку. Вот это вот внизу потянули, затянули. Так, дальше смотрим. Вот у нас идет ряд изнаночных столбиков. Так, сейчас поближе. Куда мы здесь присоединяемся? Вот видите, идет одна ножка и вот вторая. Вот сюда вот мы зайдем. А в боковине мы заходим вот одна, а вот вторая, она как бы ниже. То есть мы цепляемся за нижнюю. И здесь тоже за нижнюю. Вытягиваем нить
наверх и провязываем полустолбик. Дальше ряд галочек. Здесь у нас самая вот верхняя, да, которая вот прям хочется ее зацепить. Здесь тоже вот она. Так, провязали полустолбик. Дальше ряд изнаночных. Ищем вот эту вот нижнюю и эту нижнюю. Провязали. Дальше вот она верхняя и вот она верхняя. Провязали. Будет, конечно, тяжеловато, если вы даже никогда этого не делали. Будет сначала очень тяжело. Но ничего, приноровитесь. Не все сразу. Так. Верхняя. Верхняя. Провязали. Еще немножечко с вами провяжу. Так, вот сюда. Вот как у нас получается. Вот я предвязала предпоследнюю петлю и дошла до последнего ряда. Вот изнаночные петли у нас идут. И вот здесь мы провязываем не за нижнюю, да, как мы раньше вязали, а захватываем еще плюс вот эту вот ниточку. Это наш кончик, который мы прятали. И вот эту нижнюю. Вот так вот у нас получится на крючке. Здесь заводим нижнюю, захватываем. И провязываем. Так, все. Теперь мы должны провязать низ. Это 16 петель. Это наш наборный ряд. Ну, здесь мы полностью вот эту косичку будем захватывать. Первая. Потом вот вторая. Тут у нас получается крючок проходит между столбиками, между вот изнаночными столбиками. Вот сюда. Так. Всего у нас 16 их должно получиться. Угу, вяжем. Вот я провязала низ, 16 столбиков. Дальше соединяем левую часть. Если в правой у нас с вами все хорошо совпадало, лицевая с лицевыми, изнаночная с изнаночными рядами, здесь оно сместилось и теперь не совпадает, но на присоединении это особо не отражается. Смотрите, вот в первом ряду плоховато видно, покажу вам на примере изнаночного ряда, вот здесь. Вот смотрите. Где у нас самая ниточка последняя? Вот она. Она, помните, как здесь была верхняя, нижняя? Вот она здесь верхняя. А здесь у нас она совпадает с лицевым рядом. И вот она верхняя. Вот эти вот две мы будем соединять. Здесь у нас лицевой ряд, здесь изнаночный. Здесь у нас ниточка, вот это вот нижняя, да, как у нас было в
изнаночным вот здесь, с той стороны. Низ. И здесь тоже низ. Так, сейчас вот покажу вам. Вот она, самая крайняя. И здесь крайняя. Так, провязали. Дальше вот нижняя. И здесь нижняя вот эта. Провязали. Крайняя, крайняя. Тут вот нижняя. И нижняя. Крайняя. Крайняя. Вот так вот у нас получается. Все, вяжем до конца. Я дошла уже до конца. Мне осталось присоединить по одной петле. Сделаем это вместе. Так, все, это у нас была последняя. Здесь мы отрезаем ниточку, вытаскиваем кончик и кончик заведем вот в эту последнюю нашу петельку, куда мы присоединялись. Все, выводим кончик назад. Вот что у нас получилось. Так. Вот так вот изнутри оно выглядит. Я надеюсь, что у вас все сошлось и тоже все получилось. Так, кончик мы будем прятать в произвольном порядке. Так. И уведу вниз. Так, нам осталось присоединить вторую крышку. Здесь мы пойдем немножко по-другому. Мы берем нить. Здесь находим то место, за которое мы будем присоединяться. Помним, что с этой стороны, которая правая, да, мы присоединяемся, вот это вот верхняя у нас будет, потом нижняя, потом верхняя, потом нижняя, да. Значит, берем вот эту вот верхнюю ниточку, крайнюю. Здесь находим, здесь находим вот эту вот крайнюю. Присоединяем нить. И дальше вяжем нижняя,
нижняя, вытянули и провязали. Кончик пока немножко подтягивайте, потом мы его спрячем. Дальше у нас вот наша крайняя и здесь крайняя. Тут повторяется, отзеркаливается вот эта вот наша сторона, которая у нас была последняя, да, левая. То есть у нас здесь не сходится, у нас идет изнаночная и лицевая. Но по такому принципу верхняя с верхней ниточкой, нижняя с нижней. Вот здесь у нас нижняя ниточка и здесь у нас нижняя. Соединили. Вот у нас верхняя, здесь верхняя. Соединили. Так, вот этот вот кончик, он у нас никак не вяжется, потому что мы вяжем полустолбиками, поэтому просто его спрячьте. Ну, на данном этапе будет очень удобно. Все, и вяжем аналогично таким же способом, обвязываем всю нашу сумочку. Вот я присоединила уже всю стенку, осталась последняя петля. Так. Все. Теперь нам нужно обвязку сделать нашего края. Делаем такими же соединительными столбиками, как и первую стеночку присоединяли, обвязывали. Так. Обвязываем так до конца. Я дошла до конца. Вот последняя петля, которую мы делаем обвязку. Но мы сделаем так. Мы захватим еще на нашей стенке, мы захватим, боковушки, мы захватим вот первую вот эту петлю. И вот так вот. Тяжеловато, но надо это сделать. И вот так вот провяжем. Вот так. Все, обрезаем кончик. Наша последняя петля, заходим под нее, вытаскиваем наизнанку наш кончик. Все, и прячем его в произвольном порядке. Так, все, вот что у нас получается. Здесь мы можем либо оставить так, и когда мы пришьем кнопку, у нас будет получаться вот такая форма. Либо же вот эти вот края мы можем сразу просто загнуть в боковине. Так, вот что у нас получается. Теперь будем вязать ручки. Вот я уже одну связала. Она у меня получилась в длину 28 сантиметров. Вы можете сделать ручки подлиннее. Свяжите образец. Допустим, вот возьмите за образец 30 воздушных петель. Наберите и посмотрите, какого размера у вас получилась ручка. Можете ее сделать в 2 раза больше, по желанию. Значит, по ручке. Вот я набираю 30 воздушных петель и провязываю 2 ряда обычными столбиками без накида. Вот первый ряд и второй. Далее я складываю вот эту вот деталь пополам.
И соединительными столбиками я буду провязывать, соединять вот эту часть. Вот, значит, наша петля на крючке. Находим первую косичку, протягиваем и ее сквозь петлю, эту нитку. Потом вот наша вторая косичка здесь, и здесь наша вторая косичка. Так. Соединили. И так далее вяжем косичку здесь, косичку здесь. Соединили. Угу. Вяжем до конца ряда. Так, все, я связала ручку, уже оставила ниточку и обрезала. Оставляйте примерно метра 2-3. Ничего страшного, если это будет больше. Главное, чтобы не меньше. Вот. Значит, вот я одну ручку я уже привязала к нашей сумке. Вот она таким образом выглядит. Она еще потом уляжется, разровняется. Так, значит, смотрите, как мы будем с вами рассчитывать, куда бы нам ее прикрепить. У нас здесь 18 столбиков, правильно было? Вот мы смотрим на нашу обвязку. Смотрим, что вот эти вот последние крайние петли у нас просматриваются плохо. Мы их, значит, в расчет не берем. Считаем отсюда. 1, 2, 3, 4. Вот наша четвертая петля. Опускаемся ниже, находим там столбик. И еще ниже опускаемся, находим еще один столбик. То есть оно идет вот так. Вот оно внизу. Заводим сзади крючок. Выводим его между этих двух ножек. Угу. Берем нашу ручку. Вот наша последняя петля, которую мы с вами присоединили. Вот она. Вот этой вот стороной, как бы вот это типа лицевая у нас будет, да? Мы этой лицевой прислоняем к стенке. И вытягиваем вот эту вот петлю назад. И теперь мы просто вытягиваем нить, полностью всю, которую мы там оставили. Вытягиваем ее наизнанку. Дальше смотрим. Так, вот она, да? Вот смотрите, как она идет. Теперь нам надо попасть вот сюда. Мы с вами будем повторять вот эти вот стежки. Значит, мы заводим крючок. Вот, как бы, вот этот хорошо просматривается у нас первый. Вот мы под него и заводим. И выходим вот сюда. Дальше ищем наш столбик повыше. Вот он. В раскол заводим крючок. Вытаскиваем нить. Так, протаскиваем через ручку. Это не совсем легкий процесс, но пришивается очень надежно. И вот не очень, конечно, удобно, что нужно вот эту вот нить постоянно протягивать. Так, подтягивайте периодически. Дальше мы поднимаемся выше, то есть нам надо, чтобы стежок прошел вот так, вот сюда, да? Здесь у нас в самой сумке смотрим наш четвертую петлю нашу. Вот она, да?
И мы вот под косичку заводим крючок. Так. Здесь находим вот это место, чтобы выйти сюда. И также протягиваем нить сквозь стенку и ручку. Так. И провяжем еще пару раз. Поправляйте вот так вот ручку. Так, мы были наверху. Теперь вот мы здесь вот были. Теперь опустимся ниже. Пройдем через столбик, через галочку. Выведем нить сюда. Так, в наш столбик. И тут вот захватите кончик. Так. Сделаем еще один раз. Так, раскол. И выведем сейчас на самый верх. Так, вот сюда. И вот сюда. Так, все. Теперь мы вот эту вот нить проведем сквозь столбики и выйдем. Ну, получается, вот тоже отсчитаем здесь 4 петли. Так, вот эту некрасивую не считаем. 1, 2, 3, 4. Вот наш столбик снизу. Вот сюда мы должны привести нашу нитку. Все, мы пришили ручки. Это был наш заключительный этап в создании нашей сумочки. Я очень надеюсь, что у всех у вас все получилось. Если какие-то вопросы возникнут, вы обязательно мне пишите. Я все объясню, поясню, разъясню. На все ваши вопросы отвечу. Так, еще хочу сказать по фурнитуре. Есть вот такие ножки, пукли называются. Их можно присоединить к нашей сумке. Они вставляются в дно. И получаются, сейчас покажу. Вот так вот они выглядят. Крепятся они очень просто. Вот эти вот усики, они, получается, они сжаты сначала. Вы просто их вставляете, вот находите здесь 4 точки, противоположные друг другу на равном расстоянии. Просто вставляете вот между столбиками и уже изнутри раздвигаете вот так вот усики, фиксируя ножку в самом полотне. Вот, по желанию можете воспользоваться ими и дополнить сумку пуклями. Так, в роли замка может выступать вот такая магнитная кнопка пришивная. Вот у нее усики для более удобного пришивания к самой сумке.
Тут тоже все очень просто. Находите здесь центр и пришиваете с помощью иголки и нити. Нить может быть как швейная в тон изделия, либо же мононить. Это такая, как тонкая проволока, такого прозрачного, ну, белого все-таки такого она цвета. Вот как выглядит уже в готовой сумке. Вот так. Можно оставить и без замка. Еще предлагаю вот такую цепочку вам использовать по желанию. Продаются отдельно кольца. Их вы вставляете просто между, ну, в сами столбики. Эти кольца очень легко ставятся. Вот такого своего рода карабинчик открывается. Вы вставляете вот так вот между столбиками. Все, и просто крепите цепочку. Все. Ну что, на этом у меня все. Большое вам спасибо. Очень надеюсь, что вам все понравилось, все было понятно и доступно. Если будут какие-то вопросы, обязательно мне пишите. Да и вообще просто так мне пишите, рассказывайте, как вам мастер-класс. Возможно, нужно еще чем-то дополнять мои мастер-классы. Обязательно пишите, буду рада получать от вас обратную связь. Все, спасибо еще раз. Присылайте ваши готовые сумочки. Сумка называется Шади. Хэштег у нее будет сумка Шади. Так что обязательно указывайте этот тег, когда будете выкладывать готовые работы, чтобы я могла вас всех видеть. Все, большое вам спасибо. Пока-пока.